Сегодня ясная погода, поэтому мы немножко скорректировали свои планы и поднимемся на самый верх канатки сегодня. Это место называют Криволесьем, потому что когда весной лавины сходят, все хвойные деревья, они просто ломаются, а лиственные, они гнутся, а потом к лету расправляются. Вот такие здесь, конечно, красивые названия. Криволесье, лжеинструкторы. Со скольки до скольки мы едем? 2277 до 3000. Сразу за один переклон, да? На 800 метров практически. Вот там, кстати, камень. Летом здесь большой-большой водопад. Сейчас пока маленький. Это с ледника идет вода. А ледник вот пошел левее. Вот здесь, вот ледник. Ледник Джугдурличат достигает до 150 метров глубины, толщины. Красота. Мы поднимаемся на 3200 с 3000 сейчас. Над головой гала неполная. Местами тучами все закрыто. Поднялись на 3200. Здесь открывается вид на другой распадок. Отсюда видно Эльбрус в ясную погоду. У меня сейчас два состояния. Либо я снимаю очки и не могу открыть глаза, зато чуть-чуть вижу, что происходит на дисплее. Либо я надеваю очки и все вижу вокруг, но не вижу ничего, что происходит у меня на дисплее камеры. Так что качество съемки, скорее всего, будет оставлять желать лучшего. Озера видно. О, Красиво, да? ага. Ежики бежали. Ну там, видишь, я уже испортила немножко склон до этого. Готово? Я готова. Устроили себе здесь чаепитие. Сидим, ждем у моря погоды. Вдруг разъяснит. Так, мы нашли лавину. Все, мне кажется, я поймала. Да. Ой, как она ушла далеко, пока я камеру доставала. А я сначала не поняла, что она идет. Думала, старые следы. О, слышишь, еще Там же? это сходит. Периодически слышно, как лавины сходят с грохотом. Все спускаемся, говорит. Погода здесь портится. Лавина сходит водопадом. Уже слабенькой совсем осталось. Дима стрескал местный деликатес хачин с сыром и ускакал кататься.
У нас новый день, 5 мая. Мы с дядей Ракаем, папой Рамазана, едем в сторону северного приюта. Эту стену строили военнопленные немцы. Посмотрите, аллея красивая. Красиво. Красиво. Да, это сажали школьники. Дядя Ракай в бинокль пытается туров сейчас высмотреть на горе. Воздух подвижный. Расстояние большое. Мы сейчас едем. Вдоль дороги все деревья переломанные лавинами. Четвертый. Вот они пасутся, да? Я 3 штуки. Вон они. Право Муса Ачтара, слева Дамбай Урген. Видишь, даже рога я вижу. Большой, большой, да. На этой поляне у немцев в военные годы был разбит лагерь, штаб. Я же говорю, вы знаете, что у нас было в России доступно, свободно, бесплатно? Все закрыли. Мы дошли до шлагбаума, показали свой пропуск. С ним все в порядке, но сейчас дополнительный приказ есть никого не пускать, потому что еще оставшиеся лавины не сошли и дорога не прочищена. После 9-го только прочистят, оставшиеся лавины сойдут, и где-то через месяц уже можно будет до северного приюта до самого доехать. Едем в обратный путь. Озеро Туманное. Туман-Лакель. Приехали в заповедник погулять немножко. Взяли корм. Будем зверей кормить. Спустились буквально с гор, километров на 10, наверное. И здесь уже все зеленое, все цветет. Ругаются на нас. Ты смотри-ка. Он сначала такой миленький подплыл, выпрашивал, а потом давай шипеть на нас, когда понял, что у нас ничего нет. Кавказско-беловежский зубр. Зашли в вольерный комплекс. Вообще немножко странно, что это называют заповедником. В моем понимании это зверинец. А еще странная особенность заключается в том, что, мне кажется, мы проходили несколько жилых домов здесь, внутри на территории. На. Ешь? Все. Далась ему твоя хочешь? морковка. На. Ему бы в мусоре покопаться. Без задних ног. Ты чем так упахался? Да? Чешется. Сейчас играть еще будете? Ну,
Метр два есть. Очень неожиданно встретить в нашей стране. И очень похвально. Кавказская лесная кошка. Пока там ослов отвлекают, мы кормим оленей, потому что ослы оленей гоняют. Пасть у них такая приличная. По-другому. О, пришли мафиози. На. Будешь есть? Все вытоптанное. Зловонное царство кабанов. Привет. Зайка. Мы их обманули. Мы отсюда берем сено и даем им. Они так набрасываются. Слушай. Смотри как. Они же оттуда вот с таким ажиотажем не едят. Наверное, им нужно внимание и ласка просто. Из рук вкуснее. Да вон снизу он прямо не может. Как хочет своего же сена. Ты смотри-ка, набил, да. Полный рот. Вот здесь-то кто тебе не дает брать его, а? Турында. Skip to my loo, my darling. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Cats in the cream jar, ooh, ooh, ooh. Skip to my loo. Вот, прямо над Тибердой тоже ручей водопадом спускаются. Skip to my loo, ooh, skip to my loo, skip to my Красота неописуемая. Нам сказали, что где-то за этой свалочкой будут спуски к реке. Ну это, видимо, строительный мусор, что-то снесли. Не знаю. Мы уже много такого видели. Но мы так решили, что здесь просто, скорее всего, нет централизованной какой-то власти, которая административным образом за всем этим следила. Собственно, все. Сегодня погода ясная, поэтому мы снова наверх. Гравицап и сбой в системе какой-то. Открыли людям, прыгайте. 6 мая, снег уже мокрый. Себе пикник на 3200 устроили. А вот это ущелье Ганачхир, по которому мы вчера проезжали. Снизу противоположный хребет не так впечатляюще выглядит, потому что видно первую гряду, она пониже. А отсюда, конечно, видно на самом деле, как оно все масштабно. Поджигателей, что ли, много, потому что так посмотреть, то сгорело, все сгорело. Вот эта штука тоже горелая стоит. Здесь очень много с гор, не спадает ручьев водопадами. Но на них здесь даже никто внимания уже не обращает, я так понимаю, потому что их очень много. Мы пошли гулять от Домбая в сторону Тиберды. Хотим дойти до спуска к речке. Мы вообще планировали каждый день куда-нибудь в горы ходить. Но сейчас лавинопасный период, и большая часть троп закрыта. Мы с Димой уже смеемся, что решили продолжить китайскую традицию, собрать все трущобы, облазить все помойки. Сейчас идем в красивейшее место, горы кругом, речка, и на берегах снова горы строительного мусора. Вид здесь, конечно, красивый открывается. За исключением свалок на переднем фоне. Последний день в Домбае.
Едем на однокресельной канатке в сторону Русской Поляны. Дотопали до Русской Поляны. Идти недалеко. От канатной дороги где-то километра 1,5. Как водопад называется? Никто не знает. Сразу за Русской Поляной погранзастава. Здесь за поляной хорошие виды открываются. Очень. А это вид в обратную сторону, на Домбай. Вот погранзастава, но там сейчас никого нет. Но пропуск при себе все-таки лучше иметь. Еще немного удивило, что каждое ущелье, на каждую тропу, на каждом направлении стоят пункты пропускные, нужно платить. Обычно ты заезжаешь в нацпарк, один раз платишь на входе, допустим, за машину, за количество людей, которые там будут, и все. А здесь каждый раз на каждую тропу. Еще для меня, как для человека из Байкала, очень непривычно, что не нужно постоянно себя осматривать от клещей. Идем назад, дождь разошелся. Есть еще те, кто идет вперед под этим дождем. Неудачники. Обратно едем под дождиком. 8 мая. Уезжаем домой. Ночью в горах выпал снег.